Почему евреи считаются избранным народом? Это просто традиция, миф или реальное Божье заявление? Об избрании Израиля говорится уже в самом начале Библии. В Бытие 12:1-3 Бог обращается к Аврааму и обещает, что из него произойдет великий народ, через который благословятся все племена земные. Бог говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В завете с Авраамом он обещает дать землю потомкам его, при условии, что он последует и выйдет из дома своего отца в ту землю, которую Бог укажет ему. Бытие 12:1. Позже, в Бытие 17:7 подчеркивается, что завет с Авраамом вечный, и установлю завет мой между мною и тобою, и потомством твоим после тебя, завет вечный, чтобы быть Богом вам и потомству вашему после тебя. Избранничество в Библии не распространяется на всех потомков Авраама, например, на Измаила, прародителя арабов. В Бытие 17:20-21 относительно Измаила написано: «Я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком». Бог обещает Исааку в Бытие 26:2-4: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся всем имени твоем, все народы земные». Далее избранничество передается к Иакову, сыну Исаака, который получает имя Израиль. Бытие 28:13-14. Бог обещает ему, что его потомки станут великим народом, и через них благословятся все народы. Иаков становится родоначальником 12 колен Израиля. Среди 12 колен Иаков выделяет колено Иуды. Бытие 49:8-10. Именно из него должен произойти Мессия. Когда Моисей выводит народ из Египта, Бог заключает завет на Синае уже непосредственно с самим народом Израиля. Он получает закон, Тору, и Бог говорит, Исход 19:5-6: «И будете у меня царством священников и народом святым». Это обещание еще не исполнилось. О том, почему Бог избрал евреев, будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.